Представители знака зодиака Козерог. Козероги, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп на неделю с 4 по 10 декабря. Уже почти середина декабря, вот так быстро время летит. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. И у нас сегодня колода 78 дверей. Это, по сути, метафорические карты, они хорошо описывают ряд наших событий. И я так думаю, надеюсь, если прислушаться к интуиции, глядя на карты, ну, какую-то свою историю или ситуацию вы сможете просчитать на пару шагов вперед. Одним словом, чем-то видео вам будет полезно. Ну и мы с вами проведем приятное время, я на это искренне надеюсь. Итак, давайте мы узнаем, что на этой неделе будет для вас важно. Или что в приоритете, может быть, какие-то дела, которые вы планируете. Или в целом ваше настроение, мои дорогие козероги. И хочу предупредить, я на это не влияю. Дело в том, что если в видео будут посторонние шумы, прошу принять так со спокойствием душевным. У соседей ремонт, и я на это, увы, никак не влияю. Идем дальше. Итак, что важно знать для вас, мои дорогие козероги? Или неожиданности, еще вторая карта, с которыми вы можете столкнуться. Тоже важно, по сути дела. Чему сейчас не время или что может помешать? А что вам будет помогать на неделе? Что скрыто? Давайте вот такую карту достанем. Может быть, нам подскажет то, что мы не замечаем, не придаем значения, а может, нарочито кто-то скрывает. Дела, работа, бизнес. Смотрим энергетику. В целом, ваши дела, даже если вы дома находитесь, все равно чем-то же вы занимаетесь. Или, может быть, какие-то планы построили на эту неделю. Куда-то отправиться, что-то осуществить. И посмотрим личная жизнь. Вообще личная жизнь в центре внимания. Почему? Потому что 4 как раз числа Венера входит в знак зодиака Скорпион. И в целом прекрасное время проговорить, может быть, те темы или какие-то были, может быть, шероховатости в отношениях, или когда мы не смогли договориться, не смогли понять друг друга. Вот здесь Скорпион – это знак где-то, который управляется Плутоном, и поскольку вот этот Плутон, есть какая-то мистика, тайна, может и сама по себе тайна открыться, но и вот то, что мы какое-то время утаивали, мы сможем обсудить, не додумывать самостоятельно, что думает о нас партнер или что он думает по конкретному какому-то вопросу, а именно откровенности больше, понимаете, больше это как будто способствует искренним отношениям, вдохновению. У кого-то может проиграться как страстная любовь, почему нет? Ну а для кого-то все же Венера. Удачные какие-то финансовые либо сделки, либо решение финансовых вопросов. Итак, Верховная Жрица. Это та, которая все знает. Это та, которая сама умеет скрывать. Или это старший аркан. Наверное, вам по этой карте она уже не предполагает какой-то спешки. Она больше о вдумчивости, работа интуиции, интеллекта, когда, может быть, вы узнаете какую-то подробность или откроется какой-то факт, такое вполне вероятно, или вы хотите, мои дорогие козероги, ну, есть какая-то составляющая, может быть, темы вопроса по вашей работе, или это касается вашей личной жизни, которую хочется прояснить. И здесь прислушайтесь к интуиции, как будто будут правильные подсказки, и аккуратно вы найдете как будто информацию. Или вот то, что я говорила, совершите какие-то важные разговоры. Давайте посмотрим неожиданности. Правда, у кого-то личная жизнь или, ну, есть как минимум один вопрос, который вы хотите прояснить. Старший аркан влюбленные. Часто это карта выбора, своего рода развилки. Но у нас на этой колоде карт представлены трое. И мы можем быть в роли любого из этих трех персонажей. Как будто шел молодой человек со своей девушкой, спутницей, и встретил внезапно цыганку. Нам показан молодой человек, который, ну, несколько так забылся, слушает, что ему говорит цыганка, и, возможно, прикидывает, а как мне лучше что-то сделать? Или, а что меня ждет? А может быть, он, ну, пытается заглянуть в будущее и
Может быть, он собрался ей делать предложение, но тут ему цыганка такое говорит что-то, что явно он забывает о той реальности, в которой он находится. Мы можем быть и в роли вот его спутницы, этой девушки. Обратите внимание, она вот, наверное, где-то как верховная жрица отступила полшага назад. Она, посмотрите, руки сложены по швам как будто, и она не участвует в этом деле. Она просто наблюдает. И вы можете быть наблюдателем в плане «я хочу узнать, как разовьются события или как проявится человек». Вы можете отдать предпочтение, допустим, если это личной жизни касается, пусть как будто человек выскажет все, что думает, а вот я пронаблюдаю и тогда приму решение. Я посмотрю, как он в отношении меня проявится, а потом я буду делать какие-то выводы. И правда, вот очень хорошая позиция с учетом первой карты. Но вы можете быть и как цыганка, ну, условно, аллегорически говоря, когда придется, ну, может быть, и увиливать где-то, или заняться тем, что вам не свойственно. Может быть, ситуация такая будет, когда нужно делать выбор, а вы вроде бы как и еще не готовы. И вы где-то будете и вашим, и нашим. И в то же время, если мы находимся вот в такой энергетике, мы, скорее всего, со всеми договоримся. Или, ну, можем и выскользнуть удачно из какого-то вопроса. Вот есть выбор, и вы можете себя, свою стратегию поведения совершенно по-разному как-то проявить на этой неделе. Все зависит от того вопроса, от серьезности вопроса, от его прогресса, то есть, или что это будет для вас значить. Или это нужно как вердикт какой-то вынести и с чем-то разобраться окончательно, либо вы не захотите от чего-то отказываться. Как вы захотите в том или ином вопросе. У вас как будто все козыри в руках. У вас что-то получится определенно. Даже что-то хитрое, незаметное. Ведь прообраз Верховной Жрицы, мои дорогие, Козероги – это карта когда-то. Первые карты, которые до нас дошли, это были итальянские карты. И мы знаем, что глава католической церкви – это Папа Римский. Но был период такой, когда была ля Папесса, это так звучит. Это была женщина. Это было недолго, это было 2,5 года. Я уже как-то рассказывала в одном из своих видео, поэтому долго на этом пункте не застреваю. Но я хочу просто вам напомнить, что это что-то такое скрытое, которое может иметь какой-то очень глобальный для вас либо смысл, либо значение, когда нам правда нужно разобраться с чем-то. Или, может быть, не обязательно это мы что-то кому-то объявляем или обещаем, а как будто та правда, которая должна быть внутри вас. И такое тоже может быть. А может быть, нам придется одевать эти маски с учетом карты Верховная Жрица. Именно с ее основным прообразом ля Папесса. Идем дальше. Давайте посмотрим. Так, чему сейчас не время? Ну, правда, пребывать в иллюзиях. То есть интуиция – это одно, а вот иллюзии – это другое. Подсказки нашего шестого чувства надо не перепутать с тем, чего бы мы хотели. Здесь вообще ухо надо держать востро, с одной стороны, но с другой стороны не думать, что какой-то вопрос решится сам. Девушка у нас как будто решила нарисовать двери, и эти двери должны быть открытые. Почему? Потому что настоящие двери от нее как будто закрыты, и ей кажется. Вот она сейчас свою картину дорисует, и двери распахнутся. Но мы-то с вами понимаем, что этого не произойдет. Здесь, скорее всего, нужно быть внимательнее. Это все же семерка мечей. Но, знаете, есть и те люди, тут может быть двоякая ситуация. Вот, наверное, как по аркану влюбленные. Есть те, которым можно доверять, посмотрите, да? Но есть и те, которые у вас словно под вопросом. Вот эта цыганка. Это могут быть и люди, которые в вашем окружении. Есть те, которые за вас, мои дорогие козероги, и вы верите, ну, почти, может быть, как самому себе или самой себе. Но есть и те персонажи, которые для вас словно за гранью, пока еще непонятны. И с кем-то вам вполне вероятно придется хитрить, может быть, или потому что с вами могут хитрить. По семерке мечей карта вора называется еще эта карта.
Так вот, будем внимательны к паролям аккаунтов, к платежным электронным системам. Это будет важно. Особенно, наверное, в преддверии 13 числа у нас Меркурий перейдет в ретро-движение. Но кто знает, вообще перед праздниками мошенники, фишинг, все это начинает расцветать, потому что они тоже зарабатывают. Поэтому быть в этот период, наверное, более внимательным будет дважды полезно. Ну и, видимо, в зависимости, повторяюсь, от ситуации и от людей, вам где-то придется либо надевать на себя, правда, маску, либо, если есть такие люди, вы можете даже советоваться вот с такими людьми. Давайте, а что вам помогает? Ну, есть что-то приятное, хорошее, определенно. Есть то, что в плане прогресса жезлы. Это всегда наше намерение. Это может быть человека предложение или какая-то подсказка, или в виде новости к вам что-то приходит. Это может быть буквально с подарком кто-то к вам придет. И если мы говорим, вот в этой колоде принципиальное значение имеют двери. Открыты они или закрыты? И каков ключ? Вы сами как будто открываете двери тому, кому сочтете нужными. Вот выбираете свое общение. Для кого-то из вас на этой неделе, в принципе, ну, как желание причесать свое окружение. Разобраться, кому я могу верить, а кому нет. Вот, такое тоже может быть. Что скрыто, давайте узнаем. Еще один старший аркан – умеренность. Вы знаете, вот от вас ничего не скрывают, правда. Если есть какие-то моменты, но вы как будто совсем разберетесь. Единственный момент – не торопитесь. Здесь снова у нас закрыты двери, но, посмотрите, девушка, она их уже практически открывает. Ключ или страж дверей – это вот та вода, которую она набирает в кувшины. Стоит только подождать, пока кувшины наполнятся и двери распахнутся. Подождите, действительно, как будут развиваться события. Вот очень правильная позиция, если мы говорим, для кого-то, может быть, это важно услышать, как вот эта спутница молодого человека. И вы можете где-то и в личной жизни в такой ситуации оказаться, и тогда идеальный вариант, когда, отступив полшага назад, мы ждем, как человек проявится, а потом делаем выводы. Или, если это касается документов каких-то или конкретных дел, тоже не торопитесь. Если что-то становится на паузу, как будто вам это будет даже помогать. Тут придет все в свое время. Помните об этом. У вас старший аркан умеренность. Самое главное по Верховной Жрице, ведь это карта спокойствия, как будто есть ваша какая-то тайна, мои дорогие козероги, о которой-то вот, чтобы никто не узнал. Я бы сказала так. И дважды не узнал, с умеренностью. Почему? Это карта внутреннего баланса, душевного равновесия. Поэтому где-то придется, может быть, даже если вам очень захочется, ну, высказать, может быть, обидчику. Или есть такой персонаж, который заслуживает того, чтобы все ему сказать. И, может быть, захочется прояснить. Но все равно, вот, понимаете, не навредить себе каким-то импульсом, порывом. Для вас это тоже будет важно. Потому что, может быть, придется создать такую видимость в виде маски, что вы расслаблены. А в этот момент вы внимательно и где-то очень четко наблюдаете, как развиваются события. В любом случае, вот эта неторопливость, она для вас плюс. Дела, работа, бизнес. Ну, правда, тут у кого-то может быть такая ситуация разочаровывающая, когда нужно принимать решения. У нас выпало дела, работа, бизнес. У кого-то, знаете, ведь это мелкая карта. Я могу сказать так. Вы себе могли распланировать. Вы любите во всем порядок, мои дорогие козероги. А тут попросту вот в какую-то временную рамку не вписывается. Либо то, что вы собирались делать, либо, может быть, завершение какого-то процесса или окончание какой-то темы, работы, подготовка каких-то документов. Или когда ситуация сложится, тут у нас буквально недвижимость показывают, и может быть это связано с недвижимостью где-то, когда я не знаю, что делать, и вы будете искать, какой же для вас вариант самый правильный. И знаете, нужно делать или поступать так, как вы прежде бы не поступили. Может быть, для кого-то эта карта с учетом, опять же, старшего аркана Верховная Жрица, нам говорят, сломай шаблон.
От тебя люди ждут чего-то определенного, как будто знают, твою реакцию знают, характер знают, как отреагируешь знают. А ты сделай так, как они даже не предполагают, что ты поступишь. У нас ведь девушка показана, которая словно зовет на помощь, и она ожидает, что кто-то к ней придет на помощь. А нам говорят, нет, надейся сам на себя. Это аллегорически говоря, это вы, мои дорогие козероги, должны своеобразно сделать такой квантовый скачок или сделать то, чем вы прежде не занимались или не делали, чего, опять же, от вас никто не ожидает. Но это может быть единственный выход. Вот такое тоже. Или принять такое решение вам придется. Как будто вам может быть страшно или могут быть сомнения, как вот показаны на карте девушки. Но мы-то с вами видим, что ситуация не патовая и риска для жизни нет. Ну, разве что, если бы девушка прыгнула, чем быстрее, тем лучше. Но, может быть, обошлось бы там шишками, синяками какими-то, но она бы спаслась. У кого-то может быть и подобная история, когда промедление я должен или должна быстрее с чем-то определиться. И ни одна карта, кстати, нам не говорит, что вы объявляете свое решение. Видимо, вот даже решение вы можете сохранять у себя внутри. Ну, определившись, может быть, с чем-то, вы уже продумываете свою стратегию, тактику. Что я буду делать? Вы можете, ну, какую-то информацию искать. Может быть, к юристу кто-то пойдет. Или на работе какие-то важные разговоры вы совершите. Одним словом, да, берегите себя. Здесь нет опасности, но как будто и просчитаться-то вы с чем-то на этой неделе не можете. Что денежная энергия? Прекрасная. Шестерка кубков. Деньги будут. Деньги могут прийти даже те, мои дорогие козероги, которые задерживались. Или какие-то проплаты, гонорары. Может быть, и, кстати, большие достаточно деньги, хотя не совсем нам тут про деньги конкретно называют эту карту картой прошлого. Нет дверей, нет препятствий, поэтому я думаю, что даже те суммы, которые ранее не были получены вами, они придут. Ну и в принципе это карта гармонии, взаимодействия. Для вас это тоже будет очень важно. Поэтому может быть какие-то вопросы имущественные или какие-либо еще другие, но которые в итоге сводятся к финансам. У вас тут тоже будет благополучное решение. Давайте посмотрим, что в личной жизни. Я иду вперед. Восьмерка кубков. Врата открыты, если мы говорим, да, открыты двери или закрыты. Нет препятствий для вас. У кого-то это может означать новая любовная история, новое знакомство. У кого-то из вас это будет, правда, переезд. Переезд, потому что по-другому я не могу поступить. Может быть, это что-то вы планировали. Может быть, подготовка документов, связанная с переездом, и вы хотите что-то ускорить. Но тогда все идет своим чередом, помните это. Для кого-то из вас это выбор тоже, как будто восьмерка кубков отчасти говорит нам о том, что ну, нам нужно принять какое-то очень важное решение. Или найти выход даже из патовой ситуации. Может быть, поэтому нам карта пятерка кубков говорит, выход будет там, когда ты сделаешь что-то совершенно по-другому. Может быть, рассмотришь тот вариант, который прежде отметал и говорил, ну нет, это не для меня. А тут очень даже подойдет. И так может быть. Может быть Соломоново решение. Но как будто по восьмерке кубков мы находим выход и из любой ситуации. Вот суть о чем. И выходим. Самое главное не застрять. Как будто тут порог нам показан, да? Нам главное не застрять в прошлом. Вот есть такая подсказка об этой карте. Ну, для людей семейных или кто в паре, если у вас все хорошо, вы можете планировать, например, праздники, или как вы проведете время, может быть, какое-то путешествие, или просто какой-то вопрос решать по восьмерке кубков, когда тоже потребуется принятие решений. Для тех, кто в сложных отношениях, для вас, правда, выход этот найти, ну, на этой неделе идеальная возможность. Не только планетарно, мы говорили, Венера в Скорпионе, но и по картам как будто тоже. А для тех, кто один или одна, подумать, чтоб не быть одному или одной. Верховная жрица– это больше мы сами у себя на уме. Но как будто и из этой ситуации нужно поискать выход. Потому что полнота счастья, когда приходит к нам, когда за нас кто-то может порадоваться, разделить радость. Даже не печаль, а именно радость. Вот тогда мы и чувствуем себя вдохновленными, счастливыми, мои дорогие козероги. Перекладывайте на себя. Я вас люблю.
И будьте счастливы и любимы всегда.